Привет, друзья! Сегодня природа вновь напоминает нам, что человек здесь не хозяин. Земля содрогается, шторма сметают все на своем пути, и кажется, что стихия только набирает обороты. Планета охвачена землетрясениями, ураганами, оползнями и наводнениями. Всего лишь за одни сутки произошла масса событий. И сегодня мы все это вам покажем. Департамент Финистер в регионе Британь во Франции столкнулся с сильным наводнением, вызванным экстремальными и продолжительными ливнями. Основной удар стихии пришелся на прибрежные и низменные коммуны. Там за сутки выпала почти месячная норма осадков, что привело к мгновенному переполнению водостоков и выходу из берегов малых рек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в коммунах Плугон-Велен и Морга на полуострове Кразон. Мощные потоки воды, стекавшие с возвышенностей, затопили центральные улицы, а также жилые дома и коммерческие помещения. В Ландерно и Бресте уровень воды на проезжей части достиг 70-80 сантиметров, что парализовало движение транспорта и привело к затоплению сотен подвалов и первых этажей зданий. Из-за размыва почвы и подтоплений было нарушено железнодорожное сообщение на линии Брест-Кемпер. Многие региональные дороги оказались перекрыты сошедшими селевыми потоками и поваленными деревьями. В Бресте муниципальные службы зафиксировали многочисленные случаи повреждения электросетей, что в разгар шторма оставило без света тысячи домохозяйств. Пожарно-спасательные подразделения Финистера совершили более 150 выездов для откачки воды и эвакуации людей, оказавшихся заблокированными в своих автомобилях или домах. В Моргане из-за угрозы оползней власти временно переселили жителей нескольких прибрежных домов. Несмотря на масштаб бедствия и значительные материальные потери, официальных данных о погибших не поступало. К утру 16 января вода начала постепенно уходить, что позволило коммунальным бригадам и добровольцам приступить к масштабной очистке улиц от ила и оценке структурных повреждений зданий. Метеорологическая служба Метео Франс сохраняет в регионе оранжевый уровень погодной опасности, предупреждая, что риск новых подтоплений останется высоким вплоть до конца недели. Северная часть индонезийского острова Бали столкнулась с серьезными последствиями продолжительных и интенсивных ливней, которые привели к масштабным наводнениям и оползням в округе Бусунг-Биу. Наиболее пострадавшим оказался район Бусунг-Биу. Из-за аномального количества осадков местные реки вышли из берегов и затопили жилые районы, а также сельскохозяйственные угодья. Потоки воды, смешанные с грязью и мусором, повредили сотни домов и объекты инфраструктуры. На горных участках ситуация осложнилась с ходом нескольких оползней, которые привели к обрушению дорожного полотна и полностью заблокировали доступ к некоторым населенным пунктам Бусунг-Биу. Транспортное сообщение в Северном Бали оказалось нарушено. На ключевых трассах образовались многокилометровые заторы. Водителям пришлось искать опасные объездные пути. Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий острова Бали оперативно направило спасательные команды и тяжелую технику для расчистки завалов и эвакуации жителей в пункты временного размещения. Несмотря на значительный материальный ущерб, информации о человеческих жертвах на данный момент не поступало. Метеорологи предупреждают о сохранении периода высокой интенсивности дождей на Бали в течение ближайших суток, что повышает риск повторных паводков и оползней на уже переувлажненных склонах. Горные районы, окружающие сирийскую столицу Дамаск, оказались под воздействием мощного зимнего шторма, принесшего в регион первые в этом сезоне значительные снегопады. Особенно сильно стихия проявилась в районе города Асаль-эль-Вард и прилегающих населенных пунктах, расположенных на высоте более 1400 метров над уровнем моря. Интенсивные осадки привели к тому, что толщина снежного покрова в некоторых местах превысила 30 сантиметров. Снегопад сопровождался резким понижением температуры и шквалистым ветром, что спровоцировало образование гололедицы на горных серпантинах и заблокировало подъездные пути к нескольким отдаленным деревням.
Экстренные службы оперативно развернули работы по расчистке дорог, однако их усилия осложнялись труднодоступным рельефом и нехваткой специализированной техники. Несмотря на вызванные неудобства, жители региона с воодушевлением встретили снег, который является жизненно важным для пополнения запасов пресной воды и плотин, страдающих от многолетней засухи. Во вторник столица Иордании, город Амман, оказалась во власти мощного средиземноморского циклона, принесшего в регион экстремальные осадки и ураганный ветер. Интенсивные проливные дожди, продолжавшиеся несколько часов, спровоцировали внезапное наводнение, которое в считанные минуты превратило крутые улицы и низменные районы города в бурные потоки. Наиболее серьезная ситуация сложилась в центральной части столицы и северных кварталах, где устаревшая система ливневой канализации не справилась с аномальным объемом воды, хлынувшей в подвальные помещения жилых домов и в торговые объекты. Шквалистые порывы ветра, достигавшие на пике непогоды 80-90 км в час, привели к падению деревьев, рекламных конструкций и опор линий электропередач. Это вызвало временные перебои со светом в ряде районов мегаполиса. Многие тоннели и эстакады были закрыты полицией из-за угрозы затопления и скопления селевых масс. Десятки автомобилей ушли под воду, что потребовало оперативного вмешательства подразделений гражданской обороны для эвакуации водителей и пассажиров. Муниципальные власти Большого Аммана объявили режим чрезвычайной ситуации и вывели на улицы все имеющиеся бригады для расчистки стоков и ликвидации последствий наводнения. Официальных сообщений о погибших не поступало. Метеорологи предупреждают, что нестабильная погода с риском новых внезапных паводков сохранится до конца недели. Власти призвали жителей воздержаться от поездок в низменные районы. На севере Гондураса вчера произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр сейсмического события находился в акватории Гондурасского залива, примерно в 12-13 километрах к северу от прибрежной деревни Куямель в департаменте Кортес. Очаг залегал на глубине 7 километров. Сильные толчки отчетливо ощущались в крупнейших городах севера страны, включая Сан-Педро-Сулу, Чолому, Омоа и Пуэрто-Кортес. Землетрясение заставило людей в спешке покинуть свои дома. Вскоре после основного удара последовала серия авторшоков, магнитуда наиболее заметного из которых составила 3,5. Власти Гондураса и экстренные службы на данный момент не зафиксировали значительных материальных разрушений или человеческих жертв. 14-15 января столица Демократической Республики Конго Киншаса столкнулась с тяжелыми последствиями экстремальных осадков, которые привели к масштабным затоплениям в ряде западных районов города. Наиболее критическая ситуация сложилась в районе Мангунгу, коммуны Нгальема, где проливные дожди, продолжавшиеся с вечера среды до утра четверга, вызвали стремительный подъем уровня воды. Из-за отсутствия адекватной ливневой системы и замусоленности существующих стоков, потоки воды быстро затопили жилые кварталы, превратив улицы в труднопроходимые реки и нанесли значительный материальный ущерб. В некоторых частях Мангунгу вода проникла в жилые помещения и уничтожила мебель, запасы продовольствия и технику. Многие из пострадавших были вынуждены провести ночь на крышах своих домов или искать убежище у родственников в более высоких зонах. Наводнение парализовало повседневную жизнь и экономическую активность в Нгалиеме. Торговые лавки и рынки оказались подтоплены, движение транспорта по основным дорогам района стало практически невозможным из-за размыва грунта и сошедших селевых масс. Помимо материальных потерь, инцидент вызвал серьезные опасения у санитарных служб из-за застоя сточных вод и смешивания ливневых потоков с нечистотами. Жители выражают острое недовольство медленной реакцией экстренных служб и отсутствием долгосрочных мер по защите от наводнений, которые становятся регулярными в сезон дождей.
Северные и восточные регионы Южноафриканской Республики столкнулись с разрушительными последствиями затяжного метеорологического фронта, который принес непрекращающиеся дожди в течение последних 5 суток. Мощный шторм, зародившийся над территорией соседнего Мозамбика, стремительно распространился на приграничные районы ЮАР и вызвал масштабные наводнения и критический подъем уровня воды в бассейнах нескольких рек. Интенсивные осадки привели к затоплению сотен жилых домов, размыву дорожного полотна и обрушению нескольких мостов местного значения. Это фактически отрезало ряд сельских общин в районах Вемба и Мопани от внешнего мира. Особенно тяжелая ситуация сложилась в прибрежных поселениях, где из-за переполнения плотин власти были вынуждены начать контролируемый сброс воды, что еще сильнее усугубило подтопление в низинах. Транспортная инфраструктура региона понесла серьезные потери. Многие региональные трассы, включая участки дорог, ведущих к национальному парку Крюгера, стали непроходимыми. Это парализовало поставки продовольствия и работу экстренных служб. В Мпумаланге оползни заблокировали несколько горных дорог. В низинных районах потоки воды уничтожили значительные площади сельскохозяйственных угодий, создав угрозу продовольственной безопасности местных фермеров. Подразделения по управлению рисками стихийных бедствий обеих провинций совместно со спасательными службами провели операции по эвакуации людей из наиболее опасных зон. Информация о погибших не поступала, сообщается о нескольких случаях пропажи людей, унесенных течением. Синоптики предупреждают, что, несмотря на некоторое снижение интенсивности осадков, насыщенность почвы влагой в ЮАР достигла критической отметки, и риск новых внезапных наводнений будет сохраняться как минимум до конца недели. В течение суток на склонах вулкана Майон, расположенного в провинции Албай на Филиппинах, было отмечено не менее 4 случаев схода пирокластических потоков, состоящих из высокотемпературных смесей газа, пепла и лавы, которые возникли в результате обрушения фронта лавового купола и потоков на крутых участках. Пирокластический поток преодолел расстояние до 3-4 километров от кратера, двигаясь преимущественно по руслам Басан и Мииси в южном и юго-восточном направлениях. В связи с возросшей динамикой извержения власти Филиппин сохраняют 3-й уровень тревоги из-за высокой вероятности опасного взрывного извержения в ближайшие дни или недели. Власти провинции Албай усилили контроль над зоной постоянной опасности радиусом 6 километров, доступ в которую категорически запрещен из-за прямой угрозы для жизни от пирокластических потоков и выбросов вулканических бомб. Жителям муниципалитетов Камалик, Гинабатан и города Лигао рекомендовано подготовить комплекты экстренной помощи и быть готовыми к немедленной эвакуации, так как границы опасной зоны могут быть расширены в случае дальнейшего усиления активности. На данный момент мониторинговые службы продолжают круглосуточное наблюдение за состоянием вулкана. Отмечается стабильно высокий уровень выбросов диоксида серы и интенсивное свечение кратера в ночное время, что свидетельствует о непрерывном подъеме свежей магмы. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.